Приветствую! Я покажу вам сервис для быстрого массового набора персонала, кассиров, водителей, курьеров и подобных сотрудников. В этом сервисе различные клиенты, такие как, например, Пятерочка, Озон, Шоколадница, оставляют заявку на подбор от 200 до 500 сотрудников за 2-3 недели. Сервис интегрирован с сайтом headhunter.ru, где мы просматриваем резюме кандидатов и импортируем те, что нам подходят. Вот здесь мы видим список вакансий, для которых указано краткое описание, срок набора и количество назначенных рекрутеров и индикатор, процент выполнения плана набора сотрудников. Для каждой вакансии настраивается количество этапов собеседования. Мы видим список кандидатов на каждом этапе, включая список отказов. Здесь можно быстро найти кандидата по имени или номеру телефона. Мы можем обработать отклики кандидата на любом этапе. Для вакансии задан скрипт, который мы зачитываем кандидату. Также при работе с откликом мы видим резюме кандидата, заполняем его подтвержденные специализации, требуемые для вакансий, можем добавить новые специализации. Вся информация сохраняется в отклике этого кандидата. Здесь мы можем назначить встречу с кандидатом, о чем ему будет отправлено письмо, а также запланировано СМС-сообщение с напоминанием о встрече. Шаблоны СМС и писем настраиваются в вакансии. В этой версии интеграция отключена, поэтому мы видим сообщение об ошибке отправки писем через шлюз. Есть закладка для сохранения заметок о кандидате. Здесь же можно отказать кандидату, указав причину отказа. Есть возможность восстановить отклик, удалив признак отказа. Также мы можем запланировать звонок кандидату в удобное для него время, если он не может общаться сейчас. Запланированная встреча отображается в календаре. Когда придет время этого звонка, мы увидим персональное напоминание нам в интерфейсе сервиса и сможем немедленно отработать его и отметить выполненным. В вакансии заданы обязательные условия для приема в виде чекбоксов в правой части экрана. Как только необходимый минимум условий выполнен, мы можем перевести кандидата на следующий этап. Загорится кнопка такого действия. Кандидат переводится на следующий этап. Все эти свойства вакансии настраиваются по требованию работодателя. В вакансии есть кнопка «Настройки», где можно посмотреть и изменить ее основные настройки. Специализация. Здесь она трехуровневая, в отличие от HeadHunter, где всего 2 уровня. При наличии прав администратора можно здесь же добавить новые специализации. Ключевые навыки, которые тоже можно добавить по мере надобности. Вариации вакансии. Элемент, также отсутствующий в HeadHunter, но нужный рекрутерам. Список рекрутеров, которым доступна работа с вакансией. Скрипт. Список обязательных качеств кандидата с дополнительной информацией. График встреч с параметрами: длительность, количество в группе, вариация. Шаблоны СМС и email сообщений с указанием сдвига в минутах от времени события. Например, для заблаговременных оповещений и извещений о пропуске события. Есть подсказки для заполнения шаблонов.
В вакансии есть более тонкие настройки, которые редактируются в базовом интерфейсе сервиса. Здесь видны все объекты, зарегистрированные в сервисе. Например, можно настроить этапы собеседования и вознаграждение рекрутеру за достижение определенного этапа. Вернемся к кандидатам. Их анкеты импортируются с сайта HeadHunter по API или Grabber. Их можно найти быстрым поиском по фамилии или телефону. Найденному кандидату можно назначить вакансию из тех, что доступны нам. Список кандидатов также виден в базовом интерфейсе, если у нас есть доступ к кандидатам. Здесь мы видим около 85 тысяч записей, которые можно фильтровать по любому полю или нескольким. Работает это достаточно быстро. Например, давайте найдем всех женщин, родившихся в 1983 году, у кого имя начинается на М. Вот результат. Сервис существует по строительству запросов, на котором выполнены отчеты. Рассмотрим один из них. Статистику импорта кандидатов по пользователям за определенный день. Мы задаем дату отчета и видим результат. Все эти пользователи за день отобрали, импортировали и обработали 224 кандидата. Также можно фильтровать отчет по другим полям. Например, посмотреть, кто работал над определенным логином HeadHunter. Вот так это выглядит. Итак, мы рассмотрели сервис, интегрированный с работным сайтом, SMS и email шлюзами, в котором реализован полный цикл потокового набора кандидатов. Спасибо.